А как работает камин? У нас есть снизу такое, скажем так, отверстие. Здесь многие думают, что оно нужно для того, чтобы туда закладывать дрова, но на самом деле это не так. Через это отверстие питается наша топка, если у нас нет питания с улицы, как в данном случае. И происходит забор холодного воздуха для продува в камере. Объясню, как это работает. Он забирает холодный воздух. Здесь у нас полностью сделан термос из ваты. И зашито все гипроком, ну любым отделочным материалом. Соответственно, холодный воздух заходит снизу и по законам физики стремится, при нагреве здесь горячий воздух выходит из камеры через решетки и через гофры уходит наверх в решетки. Соответственно, если мы закроем снизу дровами, либо, допустим, не будет у нас здесь никаких решеток, то наша камера будет перегреваться, будет происходить перегрев труб, перегрев самой топки, и отделочные материалы также со временем, которые у вас будут на фасадной части камина, либо потрескается, если это будет штукатурка, либо может поотваливаться плитка, если это плитка или камень. Здесь на высоте 40 сантиметров от потолка, либо ниже, устанавливается отсекатель. То есть в нашем случае это металлические профиля, вставленные внутрь в два слоя ватой, 30-миллиметровый Rockwell Firebuds, нижний слой фольгой вниз, верхний слой фольгой вверх. Нужно это для чего? Чтобы жар выше отбойного листа не поднимался. Соответственно, основная температура скапливается у нас здесь. Сверху мы уже получаем нагрев этой камеры только за счет того, что тут идут гофры и сама труба. Но мы будем делать также отверстия по бокам, для того, чтобы эта шахта вентилировалась. И на втором этаже наша труба зашита в короб. Там также мы будем делать две маленьких решеточки, одна снизу, другую сверху, для того, чтобы просто продувался короб. То есть у нас здесь будет одна решетка для сброса горячего воздуха под отбойным листом, и над отбойным листом уже решетки, из которых горячий воздух не выходит, но просто как вентиляция, скажем так, этого пространства. Мрамор обкладывается также базальтовой ватой на случай перегрева камеры, чтобы он не лопнул. То есть все проклеивается, как вы видите.